Всех приветствую на канале Украшаем кремовые торты. Зовут меня Жанна, если кто не знает. В оформлении у меня торт здесь бархатный бисквит шоколадный. Рецепт этого бисквита есть на канале. Оставлю ссылочку в описании под видео. Крем-чиз, лимонный курт и клубничная конфи. Ссылочку на начиночку тоже оставлю. Проходите, смотрите. Украшаю и выравниваю торт я белковым заварным кремом. Ссылка на крем этот будет в описании под видео. Крем очень стабильный, не течет, из него получаются прекрасные цветы. Также он подходит для выравнивания. Такой крем хорошо переносит заморозку. Часто в комментариях мне пишут девочки, что белковый заварной крем стекает с боков торта. Ну, как видите, я ничем не изолирую, ни ганашем, ни шоколадом, ни масляным кремом, а просто делаю черновое выравнивание и покрываю торт белковым кремом. Кто-нибудь обязательно спросит, для чего замораживаю я торты. Бывают такие случаи, когда торт нужно увезти в соседнюю область, например, а это порядка 300 километров летом в жару, в июль. И чтобы торт не испортился, его нужно заморозить. И в процессе пути, пока торт будет следовать до места назначения, он спокойно разморозится и с ним будет все в порядке. То есть не нужно опасаться, что этим тортом потом можно отравиться. Для выравнивания своих тортов я использую всевозможные шпатели, а также в помощь мне вода. Водой я сбрызгиваю торт, и всегда получается легко выровнять. Прохожусь аэрографом по нижнему и верхнему краю боковой поверхности торта. Работу я начну вот с такой вот насадки. Это закрытая звезда, она без номера. Покупала я ее на Алиэкспресс. 99% моих насадок я покупаю на Алиэкспресс. Делаю 3 завитка и немного протягиваю крем. 3 завитка. Раз, два, три и протягиваю. Таким способом обрабатываю весь нижний край торта. Немного крема я окрасила в слегка бежевый цвет. Цвет называется турецкая роза. Крема добавила буквально капельку. Для оформления цветов я буду использовать вот такие насадки. Одна из них это хризантема с перемычкой, а вторая с Алиэкспресс с зубчиками, тоже напоминающих хризантему. Немного крема отсаживаю на гвоздик. Гвоздик у меня диаметром 7,5 сантиметров. Это довольно такой большой гвоздик. Покупала я тоже на Алиэкспресс. Очень удобный для больших объемных цветов. Начинаю я работать насадкой хризантема с перемычкой. Отсаживаю центр бутона. Затем я беру вторую насадку, которая похожа на хризантему, но с зубчиками. Зубчиками насадку держу вниз, и тогда лепесток цветка получается рифленый снизу, а верхушка получается более такая пышная, объемная. Эта насадка у меня не имеет номера, она продавалась в наборе 24 штуки. Это самый первый набор насадок на Алиэкспресс, который я приобрела. Собственно сказать, с него все и начиналось. Обзор всех имеющихся у меня насадок есть на канале. Ссылочку на видео я оставлю внизу в описании. Переходите, смотрите, может быть, что-то полезное для себя узнаете. Центр цветка я оттеняю слегка аэрографом, использую для этого розовый краситель. Слегка припудриваю, чтобы цветок заиграл новыми красками. Вот такой вот нежный бутончик получается. Переношу его на тортик, для этого делаю подложечку. И устанавливаю цветок туда, где считаю нужным. Сделаю еще один такой цветок и несколько бутонов.
Добавляю с помощью этой же насадки бутоны, как будто не раскрывшиеся цветы. Добавляю столько, сколько мне хочется. Зубчиками держу ближе к себе, чтобы рифленая поверхность цветка была сверху. Также немного оттеняю аэрографом центр бутончиков. Теперь я замешиваю краситель сиреневого цвета. Цвет называется аметистовый. Использовать буду вот такие насадки. Маленькая хризантема и открытая звезда 2 миллиметра. Делать я буду маленькие цветочки сиреневого цвета. Мне так захотелось. Начинаю работать я насадкой открытая звезда. Делаю серединку цветочков. Немного надавливаю и отпускаю. Такой, как будто ежик получается у меня. Далее я беру насадку маленькая хризантема и прохожусь по следующему краю. Делаю уже нижние лепестки более открытые и более развернутые. Цветок не делаю большим. Хочется мне таких маленьких бутонов ярких. Центр цветка припыляю китайским порошковым красителем. Вот такая нежность получается. Распределяю цветы по композиции туда, куда мне хочется, ну или куда я считаю нужным. Такие маленькие цветочки всегда смотрятся интересно. Чем удобно их делать на конусах, такой цветок можно всегда перенести удобно, не травмирую я его. Насадкой листик галочкой добавляю немного вот таких вот веточек к бутону и делаю боковые листочки у бутонов. Также добавляю листочки мелким сиреневым цветочком и большим цветам тоже. Беру насадку средний листик и добавляю уже таких более ярких, более зеленых листиков для контраста. Скрываю все пустоты между цветами. Впоследствии я еще добавлю бутонов, и это уже будет смотреться более гармонично. Для бутончиков я взяла мешочек с зеленым кремом и насадку трубочка. Делаю зеленым кремом шарики и заполняю их с помощью насадки трубочка небольшая в серединку бутона, как будто не раскрывшийся цветок.
дополнение к торту я добавила цифры из мастики. Они окрашены контурином и шоколадные бусины. Если вам понравилось мое видео, поддержите мой канал лайком. Вам не сложно, а мне приятно. Буду рада, если вы поделитесь моим видео в социальных сетях. Это поможет развитию моего молодого канала. А значит, я буду снимать все больше и больше видео для вас. Желаю вам всего самого доброго. До скорой встречи. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. Всем пока-пока.